Привет! Я живу в Австралии, совсем недалеко от города Брисбен. Это столица штата Квинсленд. И сегодня мое видео будет посвящено именно этому городу. Дело в том, что у меня с ним как-то сложились сразу сложные отношения. Почему-то все говорили, что надо жить в крупном городе. В Брисбене живет около 2 миллионов человек. И когда я побывала здесь первый раз, меня как-то особо не зацепило. Голд Кост, который находится примерно в 60-70 километрах от Брисбена, понравился мне куда больше. И оглядываясь назад, я думаю, что причин для моего такого предвзятого отношения к городу Брисбен было две. Во-первых, я не понимала, зачем жить в Брисбене, если можно жить в Голд Косте прямо на берегу океана. А во-вторых, меня очень нервировало и продолжает нервировать дорожное движение, а именно то, как здесь в принципе организована вся дорожная сеть. В этом видео я решила уйти от поверхностных суждений и открыть этот город для себя с новой стороны. Так ли плох Брисбен, как я о нем думала? Оставайтесь со мной, чтобы ответить на этот вопрос. Брисбен от Голд Коста находится совсем недалеко, примерно в 70-80 километрах езды на машине. И, казалось бы, машина — это такой более очевидный способ ехать в Брисбен. Парковка в центре Брисбена может стать большой проблемой, потому что, как и в любых больших городах, ее, во-первых, нужно еще поискать, а во-вторых, она может обойтись вам в копеечку. Поэтому мой самый любимый способ для того, как добраться в Брисбен, это приехать на железнодорожную станцию. Прямо за мной вы видите парковку, где я оставила машину, и все. И мне нужно просто сесть на поезд и ехать чуть больше часа. При этом я не стою в пробке, могу заниматься своими делами, могу слушать музыку, читать книги, все что угодно, и поезд домчит меня прямо до центра Брисбена. Еще совсем недавно для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом в Квинсленде, нужно было иметь вот такую Go-Card, которая пополняется в специальном терминале и потом сканируется при входе в автобус или при проходе через терминал к поездам. А теперь прогресс восторжествовал, и я могу просто воспользоваться своей банковской картой для прохода через терминал. Система с банковской картой точно такая же, как и с Go-Card. Самое главное, нужно не забыть прописать карту как на входе, так и на выходе из общественного транспорта, иначе проезд тебе посчитают по максимальному тарифу. Поезд отправляется через 4 минуты и идет он до Сити Брисбена и в аэропорт. Кстати, очень удобно, он останавливается не на всех остановках. Вот список остановок, и за счет этого он достаточно быстрый. Ну что, всего час 15 езды от Голд Коста и буквально 3 минуты ходьбы от станции Саус Брисбен. И вот уже я стою на берегу реки Брисбен-Ривер, и прямо за мной можно видеть заветные буквы Брисбен. Этот город расположен по 2 берегам одноименной реки, и поэтому его визуально разделяют на северный и южный Брисбен. На южной стороне расположены концертные и выставочные залы, места для отдыха и даже местный пляж. А если перейти мост, оказываешься на северной стороне бизнес-центров и небоскребов, так называемом CBD. Я часто называю Брисбен городом мостов, потому что здесь сейчас функционирует 15 мостов и строится еще 5. Вот этот пешеходный мост построили совсем недавно, и мне кажется, что он отлично вписался во внешний облик города. Итак, мы на южной стороне, где расположена большая лагуна для купания. Она находится в самом центре, куда в жаркий день приходят освежиться горожане. Людей в жару здесь может быть очень много. Хорошо, что бассейн большой, и это позволяет более-менее рассредоточиться. Честно говоря, я никогда здесь не плавала. Что-то такое интересное. Тут грядки какие-то стоят прямо на берегу. Какой-то сад. Что бы это ни значило, выглядит прям как вот у бабушки на даче. Смотрите. Это практически теплица. На самом деле это от птиц сеткой перетянуто. Брокколи. Лаванда. О, боже. Тут какая-то... Что это такое? Вот тут целый сад.
Сейчас я отправляюсь на северную сторону, в бизнес-центр, и хочу заглянуть в библиотеку. И это всего буквально пара минут пешком. Прямо рядом расположена также велодорожка, и вот там 2 полосы для транспорта. Если я не ошибаюсь, это полосы, которые выделены специально для автобусов. Таким образом, автобусы меньше стоят в пробке. Я сейчас зашла в библиотеку, которая находится в самом центре Брисбена. Она 3-этажная, абсолютно бесплатная. Можно пользоваться, брать любые книги, только нужно удостоверение, что ты живешь в Брисбене. Я сейчас ходила по этой замечательной библиотеке, после чего поговорила с девушкой, которая стоит на входе, и задала ей вопросы. В общем, чтобы стать членом этой библиотеки совершенно бесплатно, нужно жить в Брисбене, да, чтобы иметь доступ вот как раз к компьютерам, к тому, чтобы что-то забирать домой, к тому, чтобы пользоваться электронной библиотекой. Однако, по поводу вот этих вот meeting room, такую комнату можно арендовать на 2 часа абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать, это позвонить и забронировать время заранее, да, чтобы была доступная комната. Еще, как она мне сказала, вот это вот все пространство, оно абсолютно для каждого, совершенно не обязательно быть членом библиотеки, да, если ты просто приходишь и хочешь там побыть, да, или, например, поработать со своим компьютером. Как и в любом большом городе, парковки здесь дорогие. Но хорошая новость в том, что в Брисбене довольно неплохо обстоят дела с общественным транспортом. И это несомненный плюс по сравнению с Голд-Костом, где без своей машины очень трудно обойтись. Помимо поездов, здесь развитая сеть автобусов, которые ходят по специально выделенной полосе и даже в центре не так сильно подвержены пробкам, как машины. Но мой самый любимый вид транспорта – это паром, так как с помощью него можно очень удобно и быстро пересечь реку и попасть туда, куда тебе нужно. Я уже не говорю о том, что каждая поездка – это как прогулка на речном трамвайчике для туристов с прекрасными видами. В Брисбене есть один классный район, который называется New Farm. Он находится в центре, но несмотря на это, мне кажется, там очень круто жить, потому что там, знаете, прям такая безмятежность царит и покой. Блин, холодно. Кстати, интересно, что когда я выезжала из Голд-Коста, там прямо довольно-таки жарко было. Я взяла вот этот плащ с собой на всякий случай, но в итоге приехала сюда и сразу его надела, потому что я иду между вот этих вот высоких зданий. И, знаете, такой ветер прямо ходит между ними, прям промозгло. Смотрела по карте, иду правильно, значит, первый паром отправляется через 8 минут, а следующий отправляется через 25 минут. Я думаю, что вот на него мы и успеем. Марина, я тебя в камеру увидела. Вот оно, расписание и также схема движения паромов. Здесь есть цены, то есть если у тебя нет никакой скидки, то стоимость использования GoCard 3,55. Если ты захочешь выйти раньше, похоже, то будет 2,84, будет дешевле. В общем, мы вышли немножечко на остановку раньше, чем New Farm. И вот теперь идем пешком, но я не жалею, потому что в этом районе я еще ни разу не была, и здесь так классно. Не исключено, что, возможно, мы догуляем даже быстрее, чем придет паром, а мы заодно посмотрим что-нибудь новенькое. Блин, ну правда, как будто не в Австралии. Я, конечно, извиняюсь, но мы же не лезем вовнутрь. Короче, мы наконец-то пришли к Пауэрхаусу. Это пространство, где проходят всякие интересные штуки, и тут, кстати, тоже можно поесть. Говорят, невкусно, да? Арт-пространство, вот такое вот старое здание.
И мы сейчас пойдем вовнутрь, посмотрим, что там есть, а потом пойдем, наверное, в кафешку. Сегодня здесь есть стендап-шоу в 6-8:30, но, скорее всего, мы туда не попадем уже, но зато здесь можно сходить на выставку бесплатную, посмотреть, чем мы сейчас, собственно, и займемся. Underground театр. Вот эти люди были беженцами. Во время ковида их заперли в отеле каком-то. И они протестовали. Давай, подъезжай. Мы тут сейчас с Мариной обсуждали вопросы на интервью, на австралийское гражданство, и там есть такой вопрос, сколько штатов и территорий. Марин, какие штаты и территории есть в Австралии? Western Australia, South Australia, Capital Territory, New South Wales, Queensland, Northern Territory. Western, Southern, Queensland, New South Wales. Подожди, я что-то сама уже запуталась. Тасмания. Тасмания. И Виктория. Виктория забыла, точно. Вдоль берега реки находится много красивых районов, которые, благодаря тому, что река петляет, достаточно компактно расположены совсем недалеко друг от друга. Это такие места, как Кенгуру-Пойнт, Билимба, Ньюстед. И совсем недавно я открыла для себя еще одно очень интересное место, куда заехала случайно, буквально в поисках мороженого. Приехав сюда, я влюбилась. Это район Тенерифе. Я обожаю старые индустриальные здания, все эти фабрики и заводы, которые были переделаны в жилые дома. Нередко в таких местах скрываются высокие потолки и самые неожиданные планировки. Мне видится в этом какая-то особая загадочность. Здесь, в этом районе, как раз таких зданий много. Однако, с точки зрения покупки недвижимости, такое приобретение может стать настоящей проблемой. Дело в том, что в старых домах с наследием, памятниках архитектуры, в них часто скрываются такие проблемы, о которых сразу можно не догадаться, и они, как правило, связаны с ремонтом и содержанием жилого дома, который ложится на плечи домовладельцев. Например, советом здания или вообще городом решено было поменять какой-нибудь лифт. Стоимость, конечно же, будет делиться на всех жильцов, но в зависимости от цены такой ремонт может вылиться в копеечку. А по-хорошему неплохо ознакомиться с какими-то предполагаемыми планами проведения такого рода работ. Ну и, конечно, старые коммуникации могут нуждаться в более частом ремонте. Но все равно это большая любовь для меня. По берегам реки, конечно, много и других интересных районов. Но, к сожалению, в одном видео невозможно рассказать обо всех. Сегодня у меня друзья смотрят квартиру в Брисбене, и я отправилась с ними. Хочу посмотреть и показать вам. Вот такая двуспальная квартира недалеко от центра стоила на момент просмотра около $750 тысяч. Здание довольно новое, которое находится близко к реке. Здесь также есть всякие магазины и рестораны в шаговой доступности. Это master bedroom. Тут выход на балкон. Еще одна комната. Все такое новенькое. Так в последнее время происходит, что в моей жизни появляются друзья, которые живут именно в Брисбене. Я часто бываю здесь в последнее время, чтобы встретиться с ними, и это прекрасный повод для того, чтобы сменить атмосферу и погулять по городу. Сегодня мы с подружкой приехали на такое интересное мероприятие. Девчонки в Брисбене организовывают мастер-классы различных тематик, и вот сегодня это такой совмещенный мастер-класс, который называется, интересно, «Вино и губы». Красили губы, значит, изучали все про то, как за ними ухаживать, и вообще макияж, и ничего. И потом перешли к дегустации вина. Нам сомелье рассказывает про то, как, в общем, как отличать
запахи, вкусы, чем, в общем, отличается аромат, как его прочувствовать. В общем, очень интересно. И, конечно, встретили очень много разных интересных девчонок, и вообще мне очень понравился такой формат. Интересно, что ты что-то узнаешь, знакомишься с новыми людьми, и все это в такой непринужденной обстановке. Холодное сердце, холодное сердце. Холодная латвийская жизнь. Да. Песенку знаешь, Эльза? Нет. Которая Let It Go? Let It Grow? Еще я тут недавно увлеклась игрой в мафию, где познакомилась с большим количеством новых интересных людей. И для меня это еще один повод для того, чтобы приехать в Брисбен по пятницам. Кстати, более подробно про игру в мафию, то, чем мы там занимаемся, мы уже общались с Дианой, а в моем предыдущем видео ссылку оставлю обязательно в описании. Игра проходит в пятницу в Брисбене, и я отправляюсь туда сразу после работы, благо это примерно полчаса езды. Ну вот дорога домой после игры уже, конечно, занимает немножко больше времени, примерно час 15. В этом клубе все любители засиживаться допоздна в азарте от любимой игры. Так, много было споров про плюсы и минусы жизни в Брисбене, и мы с коллегой даже часто спорили о том, где лучше жить, в Брисбене или на Голд-Косте. Я прошла разные стадии, начиная моей большой нелюбви к Брисбену, но, похоже, этот период закончился. С каждым разом я все больше и больше открываю город, и мне все больше он нравится. Что касается движения по дорогам города, да, мне по-прежнему оно не нравится, но, похоже, придется смириться. В конце концов, приезжая каждый раз в этот город, я узнаю его еще лучше, и это помогает мне лучше ориентироваться и быстрее реагировать, оказавшись на всевозможных хитрых развязках. Если говорить о том, что в Брисбене нет океана, ну давайте будем честны. Живя в Голд-Косте буквально в 7 минутах езды от океана, я бываю там от силы раз в 2 месяца. Честно говоря, я в Брисбене бываю намного чаще, чем на океане. Поэтому, в принципе, живя в городе, можно легко сгонять в выходной день к воде, и здесь нет никакой проблемы. Если делать окончательный вывод, мне нравится Брисбен, и я бы не сравнивала его с Голд-Костом. Все-таки эти два места сильно отличаются друг от друга. Каждый выбирает для себя что-то свое, среду, в которой хочется жить, люди, с которыми хочется общаться. Что касается лично меня, я сейчас живу буквально на 2 города. Работая совсем недалеко от Брисбена и бывая здесь достаточно часто, я, конечно же, наматываю огромное количество километров. И да, я все еще люблю спокойствие Голд-Коста и его такой размеренный серферский ритм жизни. Думаю, тем, кому нравится такой активный и быстрый ритм жизни, однозначно подойдет больше Брисбен.